Мы все знаем, как совершать революции. Теоретически. Владимир Ильич Ленин оставил по этому поводу подробную инструкцию. Ну и из книг, и кино, и школьного курса истории вы представляете себе, как все начинается, вне зависимости от страны. Расстрел массовой мирной демонстрации, забастовки на огромных предприятиях, столкновение жителей с армией в больших городах, выстрел с Авроры, штурм Бастилии, штурм Зимнего. Берем почту, телеграф и телефон. Серьезные, эмоционально насыщенные события, связанные со значительными человеческими жертвами. Все-таки разрушается одно государство, и на его месте образуется новое. Нарядиться индейцами, тайком пробраться ночью на торговый корабль и покидать в воду тюки с чаем – это не кажется нормальным, а главное существенным мероприятием для начала революции и откола целого материка от империи. Но тем не менее современная популярная история именно так начинает рассказ об освободительной войне американских колоний и провозглашении Республики самостоятельных штатов. С бостонского чаепития, мероприятия, звучащего почти как анекдот. Какие-то хулиганы утопили в бухте Бостона привезенный на продажу чай. Все нормальные революционеры рубят головы королям. Американцы топят чай. Почему чай? Чем им чай-то не угодил? И если вы обратитесь за разъяснениями, большинство доступных статей вам не помогут. Там начнутся какие-то долгие непонятные разговоры о налогах и пошлинах. И через полчаса у вас появится отчетливое ощущение, что скандал начался после того, как Великобритания отменила налог на поставку чая в Америку, чтобы снизить цены. И в ответ, значит, американцы взбухтели и начали революцию против английского короля. Дурдом какой-то. На самом деле это довольно сложная и долгая история. Революции не совершаются в один день или одну ночь. И наша сегодняшняя история охватит почти десятилетия до того, как молодые люди с разрисованными жженой пробкой лицами и перьями в волосах полезли ночью на корабли. Это история о том, к чему приводит жадность. Мы знаем, что англичане очень любят чай. При этом чай в Англии не растет. Тем более он не рос там в 17 веке, когда англичане познакомились с чаем и полюбили его. Он тогда вообще нигде не рос, кроме Китая. Ни в Индии, ни на Цейлоне, ни в Грузии чай тогда не рос. И не то чтобы заинтересованные стороны не могли вырастить чай. Они довольно быстро выкрали из цинского Китая черенки и смогли развести чайный куст. Это не такое уж привередливое растение. Проблема была в том, что после этого они не могли сделать из его листьев конечный продукт – черный чай. Изготовление чая – это сложный многоступенчатый процесс. Это не просто засушенные листья. Во-первых, надо знать, какие листья собирать. Потом нужно уметь их вялить при довольно высокой температуре, уметь их скручивать и отжимать, а потом еще и знать, как их ферментировать и сушить. И Китаю удавалось довольно долго хранить рецепт этого процесса в строгом секрете от всех. И по ходу набивать карманы британским серебром, потому что британцы, сначала аристократия, а потом и все остальные, конкретно подсели на чай. С 1698 года монополию на поставки чая из Китая в Британию получает печально знаменитая Ост-Индская компания, про которую я все хочу рассказать отдельно. И, честное слово, я уже половину текста написала, но это такая длинная и полная событиями история, что приходится решать, о каких фактах рассказывать, а какие оставлять в стороне. В любом случае, тема «Ост-Индская компания и чай» безусловно, в стороне оставлена быть не может, потому что она фактически привела к образованию США. В XVII веке одним из главных источников дохода Ост-Индской компании был импорт китайского чая в Великобританию. Это была колоссальная частная корпорация со своей армией и флотом и огромные лапищей в правительстве. И она получает от короны монополию ввозить в Британию чай.
В обмен на эту привилегию компания согласилась платить родной стране нехилые пошлины на ввозимый чай – 25% от стоимости груза. Можете себе представить, чего тогда стоило тащить сухую траву морем из Китая вокруг Индии и Африки? Суэцкого канала еще не существует. Месяцами на деревянных кораблях, стараясь, чтобы этот товар в трюме не отмок и не заплесневел. Кошмар. А по приезду родная таможня забирает у тебя четверть от того, что ты по чекам за этот товар уже заплатил. Короче говоря, чтобы компенсировать все эти расходы и получать прибыль, Остинской компании приходилось держать на чай весьма высокие цены. И поначалу это оправдывалось, поскольку чай был роскошным товаром для богатых. Но постепенно чай становится предметом массового потребления. Немаловажную роль в этом сыграли конкурирующие с англичанами страны, тоже наладившие поставку китайского чая в Европу. При этом, к примеру, голландское правительство не облагало своих купцов такими грабительскими налогами. И в результате тот же самый китайский чай стоил в Голландии значительно дешевле, чем в Англии. От Англии до Голландии, как вы понимаете, гораздо ближе, чем до Китая. И дошлые люди очень быстро сообразили, что можно ведь ездить за чаем в Голландию, а потом его перепродавать соотечественникам дешевле, чем тот же самый чай, продаваемый Остинской компанией. Британское правительство, которое было непосредственным образом заинтересовано в коммерческом успехе Остинской компании, разумеется, принимало охранительные законы, запрещающие продавать в стране голландский и прочий посторонний чай. Но контрабандисты на эти законы плевали с высокой мачты. Разница в ценах была так значительна, что контрабандный голландский чай продавался не только на Британских островах, но и в британских колониях в Америке, там, где сейчас находятся США и Канада, а тогда это были колонии Великобритании. Американским купцам было дешевле купить чай у голландцев, чем у соотечественников в Лондоне. Да, это было противозаконно, но материальный стимул был слишком велик. Остинская компания, а вместе с ней казна, ежегодно теряли десятки тысяч фунтов стерлингов, что на современные деньги это миллионы. Тонны нераспроданного чая гнили на складах Остинской компании, а отечественный потребитель нагло пил голландский чай. Поняв, что они сами себя скоро задушат пошлинами, британское правительство решило дать послабление Остинской компании и стало возвращать им налоги, собранные за чай, который потом перепродавался в Америку, чтобы, по крайней мере, прекратить контрабанду в колонии. Но поскольку им не нравилось, что они при этом теряли в деньгах, то они остроумно решили ввести новые налоги на разные полезные товары, которые в американских колониях тогда не производились. И, соответственно, тамошние жители были вынуждены их покупать у метрополии. И с тех пор, если где-нибудь в Нью-Йорке и Плимуте ты хотел купить бумагу или краски, или стеклянную посуду, или свинец, полезный в хозяйстве 17 века товар, ты поверх ценника платил еще и налог, который шел не продавцу, а в казну. Чая это тоже касалось. В принципе, эти новые налоги, их называли налоги Таусенда по имени инициатора этой затеи, были меньше. То есть законный чай в Америке подешевел. Но одновременно несколько других полезных вещей подорожало. «Excuse me», — сказали колонии. А это был уже не первый раз, когда британский парламент радовал их введением новых налогов, за которые они, между прочим, не голосовали. Потому что американские колонии не имели своего представителя в британском парламенте, принимавшем законы для всей империи. То есть их даже из вежливости не спросили, прежде чем принять новый закон, вынимающий деньги из их кармана. Опять. В прошлый раз, буквально год назад, в 1765 году, британское правительство, пытаясь поправить свое грустное материальное положение после Семилетней войны, придумало продавать американцам гербовые марки на официальные бумаги. Это называлось закон о гербовом сборе, согласно которому всякий раз, когда колонисты хотели получить официальный документ, заключить договор, торговую сделку или брак, им нужно было купить марочку за определенную сумму денег и на эту бумагу наклеить. Без этого она не считалась официальной.
Этим налогом также облагались газеты и журналы, и, как ни странно, игральные карты. Народ тогда страшно возмутился, начал объединяться, писать листовки, выходить на демонстрации, публично вешать чучело, изображающие британских должностных лиц. И в стране даже образовалась тайная полутеррористическая организация «Сыны свободы», члены которой поджигали дома и вообще вели себя по-хулигански. Возмущались американцы даже не столько тем, что у них начали регулярно отбирать ни за что деньги, сколько за то, что, как я уже вам сообщала, по этому вопросу им даже не дали высказаться. И это было с точки зрения многих образованных и имеющих что сказать американцев, таких как Сэмюэл Адамс, нарушением британской конституции. Из метрополии им возражали, говоря, что жители колонии не должны волноваться, что они не имеют представительства в парламенте, что лорды в парламенте всегда имеют их интересы в виду и заботятся о них. Американцы это, мягко говоря, не чувствовали и начали так энергично возражать, что закон о гербовом сборе был отменен. То есть американцы не в первый раз сталкивались с правительством по вопросу «taxation without representation» – обложение налогами без представительства в законодательном органе. И в этот раз они довольно дружно начинают бойкотировать обложенные налогами товары, включая британский чай, и всем континентам дружно поддерживать контрабандистов. Я слышала, что современная любовь американцев к лозунгу «Buy local» – «покупай местное» ведет свое происхождение оттуда, из конца XVIII века, когда Лондон попытался обложить их налогами на привозные товары, и люди поняли, что политической свободы не будет, пока они не добьются свободы экономической и не уничтожат зависимость колоний от товаров, ввозимых из метрополии. Так вот, в 1770 году бойкот товаров и замена чая на малиновый лист и мелиссу были так успешны, что вынудили парламент отменить налоги Таусенда. Все за исключением налога на чай в 3 пенса на фунт продукта. Тогдашний премьер-министр лорд Норт нарочно оставил этот налог, чтобы показать американцам, что он имеет право облагать их такими налогами, какие ему угодны, потому что у него эта Америка с ее желанием самостоятельно решать свою судьбу уже в печенках сидела. То есть налог на чай оставался как напоминание колониям, что они являются частью империи, и Лондон будет делать с ними все, что захочет. После отмены таусенских налогов, кроме одного, на 2 года все поутихло. На американском рынке законный чай практически на равных соревнуется с контрабандным. Если Бостон, большой город-порт под управлением лоялистски настроенного начальства, верного королю, становится крупным экспортером чая Остинской компании, то, к примеру, Нью-Йорк и Филадельфия продолжают оставаться центрами чайной контрабанды, и Лондон ничего не может с этим сделать. Но к концу 1772 года Остинская компания снова оказалась в серьезном финансовом кризисе. Жадность и недальновидность ее управленцев в Индии привели к тому, что в Бенгалии этот регион в те годы охватывал значительный кусок субконтинента и нынешний Пакистан. Случился катастрофический голод. По разным прикидкам, от 1 миллиона до 10 миллионов людей умерло от голода в этом бывшем процветающем регионе Индии. И разница между этими цифрами вопиет о том, как ужасна была катастрофа, когда не было бы даже возможности учесть жертвы. Это было страшное бедствие для Индии. Но и сатрапам, виновным в нем, стало не по себе. Доходы Остинской компании резко упали, поставив компанию на грань банкротства. Британское правительство, которое было повязано массой коммерческих дел и делишек с компанией, хочет ее спасти, но как? Сама Остинская компания хотела бы совсем отменить таусенский налог на чай, чтобы они могли еще больше понизить цены и, может быть, наконец, задавить контрабандную конкуренцию. Но правительство лорда Норта не желало это делать, потому что такое действие могло быть истолковано как отступление от позиции парламента, согласно которой он имел право облагать налогами колонии.
То есть, как я уже объяснила, они эти 3 пенса снимали с американцев не столько для материальной выручки, сколько для морального давления. Что еще важно, эти деньги шли непосредственно на зарплату колониальным начальникам, губернаторам и судьям. До этого их зарплату платили из местного бюджета, а теперь они оплачивались не колонией, а метрополией, федералами, что гарантировало их верность королю. Парламент предложил Остинской компании такой вариант. Налог на чай остается, но им разрешается непосредственно везти чай прямиком из Китая в Америку. Раньше компания привозила весь чай в Лондон, где его продавали оптовикам, которые в свою очередь везли его в колонии и там продавали розничным торговцам. Теперь компании предлагалось уничтожить все эти промежуточные звенья и самим продавать чай американцам на монопольных правах и без посредников, что давало возможности понизить розничные цены, потому что накрутки уже было не 2-3, а только одна. И даже с таусенским налогом компания могла бы продавать чай в колониях дешевле, чем контрабандисты. Это называлось «Чайный закон» 1773 года. И с сугубо меркантильной точки зрения он был вроде как выгоден всем, и компании, и конечному потребителю. Ну, то есть страдали от него только контрабандисты и купцы-посредники, которые исключались из схемы. Но это была не такая уж большая группа людей. А с точки зрения конечного покупателя, цена за фунт чая упала с 3 до 2 шиллингов. Почему же американцы вместо того, чтобы радоваться этому, начали революцию? Осенью 1773 года 7 кораблей, перевозивших чай Остинской компании, были отправлены из Лондона в колонии. 4 корабля направлялись в Бостон и по одному в Нью-Йорк, Филадельфию и Чарльстон. На кораблях было 2000 ящиков, содержащих около 600 тысяч фунтов чая. И пока корабли были в пути, у американцев было достаточно времени ознакомиться с новым законом о чае и сделать выводы. «Сыны свободы», организация, которая в прошлый раз инициировала протесты против гербового сбора, начала кампанию для повышения осведомленности сограждан относительно нового положения дел. И когда люди разобрались, они возмутились не на шутку. Чай-то, конечно, подешевел, но какой ценой? Теперь английская корпорация получала монополию на торговлю чаем в Америке. При этом она сама была освобождена от налога на продажу, а конечный потребитель, американец, этот налог платил. При этом Остинская компания вытесняла и разоряла как американских купцов, так и нежно любимых американцами контрабандистов, имевших репутацию борцов за свободу. А деньги от этого налога шли на то, чтобы сделать главных колониальных чиновников материально зависимыми от Лондона, то есть пешками в руках короля, а не защитниками прав своих земляков. Лозунг «никаких налогов без представительства» снова поднимается на транспаранты. Протесты и угрозы бойкота чая Остинской компании были столь сильны, что в Нью-Йорке, Филадельфии и Чарльстоне представители компании на местах ушли в отставку еще до того, как корабли с чаем пришли в их порты. В результате корабли развернулись и ушли с грузом назад в Англию. Однако в Бостоне губернатор Хатчинсон, верный слуга короны и не любитель революций, был полон решимости не сдаваться. Он убедил грузополучателей, 2 из которых были его сыновьями, не отступать, как бы народ не скандалил и не грозился. Когда корабль «Дартмут» в конце ноября прибыл с чаем в бостонский порт, лидер «Сынов свободы» Сэмюэл Адамс собрал горожан на массовый митинг. На этот митинг сошлись от трети до половины общего числа жителей города. То есть, грубо говоря, почти все взрослые бостонцы. Настроения были решительные и в целом слаженные – не допустить разгрузки чая в городе. По закону пришедшие в порт корабли должны были разгрузиться или покинуть порт в течение 20 дней, чтобы корабли не торчали зазря в портах и не занимали место. И капитану Дартмуда по прибытии доставили резолюцию, призывающую его разворачиваться и грести назад в Англию. А для верности на причал была выставлена вооруженная охрана, которая не позволила бы кораблю начать разгрузку.
Капитан, как я понимаю, совершенно не жаждал рисковать жизнью из-за чая и готов был убираться восвояси, но губернатор Хатчесон запретил ему покидать порт, а горожане запрещали разгружаться. Тем временем подтянулось еще 2 корабля с чаем, «Элеонор» и «Бивер». Прошли отведенные на разгрузку 3 недели, и 16 декабря, в последний день срока разгрузки Дартмута, около 7 тысяч горожан собрались на очередной митинг, где Адамс говорит, что этот митинг не может дальше ничего сделать, чтобы спасти страну. Что местная молодежь интерпретирует как то, что болтовнёй делу не поможешь, надо что-то предпринимать. Подробности произошедшего той ночью в прямом и переносном смысле скрыты во мраке. От 30 до 130 молодых людей, часть из которых наряжена индейцами-махоками с разрисованными лицами, залезли на 3 судна, стоявшие в бухте на причале, и, не встретив никакого сопротивления команд, вскрыли трюмы. Они взламывали ящики с чаем своими томагавками и высыпали чай за борт. 3 часа заняло все мероприятие. Никто их, кстати, всерьез за индейцев не принял. Это было символическое действие. Они ассоциировали себя с коренными жителями Америки, то есть позиционировали себя как американцев, а не подданных Британии. Они уничтожили 342 ящика, 92 тысячи фунтов, это 42 тонны, чая общей стоимостью груза на 9659 фунтов стерлингов или 1 миллион 700 тысяч долларов США на нынешние деньги. Только через 60 лет остроумцы впервые назовут этот впечатляющий акт порчи чужого имущества бостонским чаепитием. А тогда это называлось просто уничтожение груза чая в Бостоне. Тем не менее, в течение следующего года подобные, хоть и не столь глобальные чаепития пройдут еще в нескольких городах колоний. Чай будут топить в бухтах и реках, жечь склады и магазины, торгующие английским чаем, и даже сожгут один корабль. Бостонское чаепитие вызвало острый политический кризис. Британский парламент резко разделился, причем большинство было против действий американцев. Даже лорды, которые раньше сочувствовали колонии, были возмущены таким наглым покушением на святая святых – частную собственность. Британское правительство решило, что такое деяние не должно оставаться безнаказанным, и приступило к репрессиям. Из колонии Массачусетс было решено сделать пример того, как нехорошо восставать против короля и законов. Порт Бостона был закрыт до тех пор, пока не будет выплачена компенсация за угробленный чай. У колонии отобрали право самостоятельно выбирать свою администрацию и судей. Отныне они назначались английским королем. Заодно запретили все несанкционированные собрания. Всего было принято несколько так называемых невыносимых или принудительных законов, которые жители всех американских колоний, не только Массачусетса, сочли деспотическим нарушением своих прав. В результате осенью 1774 года в Филадельфии соберется Первый континентальный конгресс депутатов от 12 из существовавших на тот момент 13 английских колоний в Америке, на котором будет принято решение об объявлении полного торгового бойкота метрополии. Начиная с 1 декабря 1774 года была запрещена как покупка английских товаров, так и продажа американских товаров англичанам. Всех, не только чая, бумаги и красок. Это незамедлительно вызвало ответ со стороны империи. Король Георг III потребовал от губернаторов подавить бунт, если нужно, применив силу. А английский флот приступил к блокаде северо-восточного побережья американского континента. В ответ 13 колоний – Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Мэриленд, Виргиния, Северная и Южная Каролины и Кентукки объявят себя независимыми от Великобритании и начнут войну с метрополией, которая будет продолжаться до 1783 года и закончится тем, что Великобритания в конце концов признает существование нового государства – Соединенных Штатов Америки. И не то, чтобы в новой стране чай не будут облагать налогом, еще как будут, наряду с другими экспортными товарами. Но люди не возражали. Налоги на чай были только поводом. Причиной американской революции
было желание людей самим решать за себя, каким законам подчиняться и за что им платить или не платить налоги. И я лично не против платить налоги, но я хотела бы иметь возможность решать, на что правительство направит мои деньги. Если бы каждому из нас к налоговой декларации прилагали табличку, где нужно было бы отметить галочками, в какой раздел бюджета страны вы хотели бы направить ваши деньги. На образование, на медицину, на строительство дорог и парков, на охрану природы, на освоение космоса, на субсидирование сельского хозяйства, на бюрократию, на армию. Вот это было бы справедливо, вот это было бы настоящим концом налогообложения без представительства, а не вот это все. С этой мыслью я вас сегодня оставлю. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До свидания.